Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о Филиппе Киркорове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Филипп Бедросович Киркоров стал участником нового скандала, который может печально отразиться на его творческой карьере и привести к уголовному делу. Чрезвычайное событие произошло накануне вечером в Санкт-Петербурге в одном из центральных ресторанов города под названием «Гусарский кабак». Филипп Киркоров в данном заведении снимал новый музыкальный клип на историческую тему и общался с прессой. Однако реакция артиста на общение с журналистами оказалась неадекватной. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Сергей Моргунов попытался задать несколько вопросов известному певцу, однако в ответ Филипп Бедросович повел себя крайне странно. Он сначала оттолкнул журналиста, а потом ударил его по голове стойкой от микрофона. 32-летнего журналиста доставили в больницу в состоянии средней тяжести с черепно-мозговой травмой, а Филиппа Киркорова арестовали и доставили в местный отдел полиции. К слову сказать, это уже не первый конфликт Филиппа Киркорова в публичных местах. Еще 2 года назад в городе Самаре в ресторане он сильно оттолкнул своего поклонника, в результате чего тот упал, ударился головой и скончался через несколько дней. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Минувшей ночью в городе Воронеже произошло возгорание здания, где находится филиал антикоррупционного комитета. Пострадавших нет, однако в результате пожара были уничтожены ценные документы о антикоррупционной деятельности. Причина происшествия выясняется. Очень приятная новость о заместителе антикоррупционного комитета Александре Домогарове. Сегодня утром Александр Юрьевич был выпущен из-под стражи после громкого конфликта с президентом Башкортостана Радием Хабировым. На данный момент артист находится в безопасности и приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Певец Михаил Шуфутинский был отпущен под домашний арест после трагического происшествия, которое произошло несколько дней назад. Напомним, что Михаил Захарович застрелил свою супругу после сцены измены с молодым российским певцом по имени Данис. Есть предположение, что Михаил Шуфутинский совершил преступление в состоянии аффекта. На данный момент ведутся следственные работы. Центральный суд города Москвы отклонил 5-ю апелляцию известного пародиста Максима Галкина на снятие статуса инагента. Напомним, что этот статус Максим Александрович получил в 2022 году после бегства из страны и антиполитических высказываний. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.